Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на двух этих колодах. И тема будет, что будет дальше между вами. Есть ли вообще перспективы в ваших отношениях, ну хотя бы на ближайшее будущее, как обычно я делаю расклады онлайн. Итак, давайте начнем с колоды Ленорман. И посмотрим, в каком состоянии ваши отношения сейчас находятся по его мнению и по вашему мнению. Вот он сам сразу вышел. Он хотел бы разобраться в своем лабиринте и навести мосты. Но здесь, конечно, может быть двоякое понимание, то есть в своем лабиринте он может все оставить так, как есть, но просто наладить с каждым из этих людей отношения, да? То есть, а люди как были в его лабиринте запутанном, так и останутся. То есть здесь вот это вот момент может проиграться. Так, давайте дальше посмотрим. Мне еще вас надо найти. Далеко друг от друга достаточно. У вас тяжелые какие-то могут быть сейчас проблемы, связанные с какими-то кармическими уроками. Это может быть с вашими родственниками, да? Где тяжесть у вас, тяжесть, закрытость, эмоциональные разговоры с родственниками могут быть. Здесь вот больше вот такое. Или это из-за материнства какие-то вот моменты, да, казенные дорожки могут быть, либо это связано с вашими родственниками. То есть здесь тяжелая у вас сейчас энергетика, не очень хорошая. Так, ну давайте посмотрим, что он думает о вас. Это нужно посмотреть, и потому что вы должны понимать, может быть, где-то в чем у вас разногласия какие-то, да? Или все ли у вас хорошо в отношениях. Давайте мы посмотрим, что он думает по поводу вас. Вот видите, уже вышла карта, которая показывает о выборе направлений. Человек должен сделать какой-то выбор. Может быть, это треугольник, да, некоторых. Здесь еще и маски есть. Вот я говорила о том, что в преддиагностике в лабиринте своем, может, он и не собирается из него выходить-то, да, а так и будет продолжать носить эти маски и налаживать со всеми отношения. Вот имейте в виду. Видите, он надевает маски такого вот дружелюбного человека, преданного, но это всего лишь маски. И вот, может быть, он думает о вас, вот такой вот, что вы такая, да, потому что мы его мысли о вас спрашиваем. Он хочет понять, он хочет, ну, как бы сделать для себя выбор. На самом деле ли вы человек, который такой преданный, или это лишь маска? А сам в преддиагностике сидел в своем лабиринте, да, и, как говорится, хочет навести мосты. То есть он не хочет выйти из какого-то лабиринта, а хочет вот продолжать там наводить мосты. А не это ли говорит о нем, как о человеке, который носит маски? То есть, ну, как правило, человек смотрит на другого человека с призмы своего восприятия, да? То есть так, как ему понятнее и как... Но вот здесь, вот видите, здесь человек о вас думает, что вы одеваете маски. Вот. Значит, он похож на то, что он сам такой может быть. Ну что ж, есть ли у него к вам чувства, мы посмотрим.
И здесь легкая карта, как говорится, знаете, такой поверхностных, может быть, чувств. Это могут быть кармические чувства, но в то же время такие вот они, ну как, не такие серьезные, не такие серьезные. А это, возможно, вот почему-то ему причиняют страдания ваши отношения. Может быть, он хотел бы легких отношений, а вот как-то у него все так не получается. Не легкие отношения получаются у него, и он сам не поймет, почему, да? Почему у него, у такого, которого он спокойно, легко со всеми в своем лабиринте, там в окружении, со всеми мирится, такой душа парень, да? И почему-то с вами у него все не так-то просто. И от этого у него тяжесть есть определенная. Вот такая интересная пара сегодня. Давайте посмотрим ваши мысли о нем. Что вы думаете о нем? Вот, пожалуйста, да, здесь и блок, и тоже тяжесть какая-то вырисовывается. Угу. Здесь получается, что то ли вы блокируете разговоры с ним, то ли он блокирует разговоры с вами. Но есть проблемы, или здесь могут быть проблемы, также связанные с ночными отношениями между вами. У вас, конечно, карты, где вы хотите поговорить с этим человеком, где вы хотели бы убрать вот эту гору между вами, где-то недопонимание какое-то. Вот. Давайте посмотрим, что у вас на сердце к нему. Ох, ну здесь, конечно, карта. Я не могу читать эти карты положительно здесь, потому что две такие карты серьезные. Они говорят и о ссоре, и о подозрениях в неверности. Да? Вы его, скорее всего, может быть, ревнуете, может быть, чувствуете к нему какую-то вот такую, знаете, обвиняете его в чем-то, да, обвиняете. Давайте посмотрим, к чему он будет идти. Ну, опять развилка. Человек нерешительный, не может, видимо, долгое время принять какое-то решение. Человек такой, да. Ему нужно выбрать решение. Вообще, по большому счету, он ничего делать пока не собирается. Он будет, вот, как говорится, в качелях. То туда его будет мотать, то сюда. Человек как будто бы без стержня внутреннего. Да? Вот у меня такое здесь идет. Давайте посмотрим, вы к чему будете идти. Ну, вы будете идти, конечно, к любви. К любви, к отношениям, ну, на ночном уровне с каким-то мужчиной, да. Может быть, с ним даже. Но и только. Здесь больше идет ночные отношения. Вот. А он нет. Здесь я не вижу, что он будет что-то делать. То есть на дневном уровне, так скажем, он ничего не делает, он носит маски, юлит, да, вот такого плана. А на ночном уровне он готов с вами встречаться, общаться, вот все в этом духе. Ну и давайте посмотрим, что будет между вами в итоге. Видите, и в итоге выходят карты, которые показывают на тяжелые разговоры, которые здесь нужно прояснить между вами какую-то ситуацию. Да? Может быть, выбрать именно это направление, поговорить и разъяснить друг другу какую-то ситуацию, поговорить по душам. Что еще?
Нужно ли наводить мосты? Вот именно на ночном уровне. Нужно ли наводить эти мосты? Нужно все тщательно взвесить, проанализировать, принять решение. Ну и давайте еще посмотрим будущее какое. Ну, здесь карты говорят, что в принципе могут быть потери вот отношений именно на ночном уровне в этой паре. Но вы можете пойти в каком-то новом направлении, к новой любви. Да, у некоторых может быть обновление. Ну, может быть, и с этим человеком вы будете обновлять ваши отношения, ваши встречи вот эти. Но видите, опять в итоге вы приходите к запутанной ситуации в обществе. Это всегда говорит о том, один мужчина, две женщины, да? И вы со стороны в этом лабиринте смотрите на эту ситуацию. Треугольник – это то, из чего, возможно, вы будете очень тяжело выходить или вообще из него не сможете выбраться. Поэтому вот такой момент, принимать решение только вам, к сожалению, здесь не такие хорошие перспективы у данной пары. Вот давайте посмотрим на другой колоде, и колода будет Кипер. Может быть, она нам покажет другую энергетику. Итак, перспектива в ваших отношениях. Так, посмотрим, где у нас пара наша. Где у нас? Вот он, вот он, вот он. У него сейчас проблемы, из которых он может быть, из-за которых он не может отправиться куда-то, да, с вами встретиться, еще что-то. Вот у него, видите, как бы это может быть и больница, и другой вот момент, то, что он не может отправиться в путешествие какое-то, поехать куда-то. Ограничения, одним словом, у него сейчас в жизни есть. А вы, очень интересно, смотрите, как замечательно у вас выходит. У вас то, что вы хотели бы, или у вас уже есть дом с каким-то любимым, каким-то богатым, хорошим мужчиной, или вы хотели бы этого, да? Интересно очень даже. Ну, мы сейчас посмотрим дальше. Может, у вас уже кто-то есть. Так, что загаданный вами мужчина думает о вас? Ну, что вы достойный человек, что такая порядочная женщина, что ему с вами повезло, да, где-то. Вот. Но, тем не менее, он ждет, что какой-то вот счастливый момент повернет его жизнь, и у вас все наладится в отношениях. Мысли о вас очень хорошие. Что у него на сердце к вам? Ну, вот видите, это он хочет быть таким хорошим, благородным, богатым мужчиной. Он думает об этом. Этот мужчина, вот как из преддиагностики у вас, это ваш мужчина, он, о котором вы загадывали. Он хочет быть вот таким вот для вас. Что вы думаете по поводу него? У вас молчание, страхи или закрытость. Смотрите, вы почему-то считаете, что ваша фортуна от вас ушла. Может быть, у вас молчание с ним, да, может быть, у вас что-то закончилось с ним. И вы в этом хотели бы перемен, хотели бы глотка свежего воздуха в ваших отношениях. Что у вас на сердце? Вот этот поезд, да, который при диагностике. Хотели бы новых перемен, да, я вот уже об этом говорила. У него
этих в преддиагностике показала, нет возможности для перемен или поездки куда-то, а вы вот чувствуете, что новые перемены придут в вашу жизнь, да? Вы это чувствуете? Здесь нет ограничений. Давайте посмотрим, к чему он будет идти. Вот они. Есть у него ограничения. Ограничения могут быть связаны из двух источников. Один это работа, а другой это фальшивые персоны какие-то, фальшивые люди в его жизни, которые ограничивают его в чем-то. Возможно, какие-то люди позаботились над тем, чтобы создать ему такие условия, из которых он выбраться не может. Да? Вот так тоже могу прочитать. А к чему вы будете идти, посмотрим. У вас хорошие в основном карты, да, только вот группа единственная. Но переживания у вас еще будут из-за каких-то вопросов, связанных с юридическими делами. И здесь всегда вы можете обратиться к какому-то помощнику, понимаете? Если это касается ваших отношений, то вы будете переживать из-за разрыва ваших отношений и хотели бы, чтобы кто-то помог вашей паре, да, добиться новых каких-то перемен. Ну вот так, давайте посмотрим будущее, которое может быть между вами. Здесь, видите, может быть с финансами где-то связано, но ценность, ну вот видите, да, какой-то женщина какая-то здесь. Этой женщиной, конечно, можете быть вы, и ваш мужчина хотел бы, возможно, вам оказать помощь какую-то, да, поддержку. Он хотел бы, чтобы он был вот таким мужчиной, а вы были такой вот женщиной, да, достойной друг друга. Но здесь нужны деньги, нужны финансы. Конечно, здесь может быть еще кто-то с этими финансами, который где-то мешает, но я бы так сказала. Но карты хорошие, поэтому я вижу, что этой женщиной, скорее всего, в будущем можете стать вы. Возможно, ваш мужчина вам в чем-то поможет. Давайте дальше посмотрим. Ну, финансово, да, тоже из-за любви к вам. Здесь еще какая-то женщина есть, которая может быть вашей родственницей или тем, кто изменит вашу ситуацию, связанную с какими-то недоброжелателями в ваших отношениях, в лучшую сторону. Она просто-напросто как бы помогает вам избавиться от третьих лиц в вашей жизни, от каких-то врагов. Вот на самом деле, как будто какая-то женщина будет вам в чем-то помогать. Я говорила о помощнике, к которому вы будете идти. И здесь карты говорят о том, что вы можете всегда найти такого помощника в вашей жизни, который вам поможет избавиться от каких-то жизненных ситуациях, ну, от каких-то проблем в вашей жизни. Потому что не во всех сферах жизни мы сведущи, да, и всегда можно найти того, кто более понимает в той или иной ситуации, который может разрешить ту или иную проблему. Поэтому желательно обратиться к таким людям. И у вас появится такой помощник, который поможет справиться с вот этими врагами вашей жизни. Ну и что еще посмотрим в итоге. Вообще карты, конечно, показывают на то, что достойный мужчина в вашем обществе обязательно будет в вашей семье, может быть, будет дом с ним, да, обязательно будет. Вот. Но здесь пока есть определенные ограничения. Я ищу. Вот в доме, да, карта, видите, показывает в доме. Ну, я вижу, что одинокому человеку, да, тому, который вот сейчас чувствует себя брошенным, одиноким, ему будет подарок.
ему обязательно будет подарок и будет счастье в его жизни по этим картам, но это немножко подальше, да, то есть не на ближайшее время, а чуть-чуть подальше. И вот эта вот ситуация, она изменится. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь и пишите комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.